Приветствую всех на моем канале, меня зовут Настя. Сегодня вяжем спицами. Вот такие пинетки для новорожденных, связаны они без единого шва на 2 спицах. Пряжа у меня молочный хлопок в 50 граммах 180 метров. Диаметр спиц 3 миллиметра. Длина по подошве 9 сантиметров, но они очень хорошо тянутся. И давайте начинать. Начинать вязание будем с открытого наборного края. Их существует несколько способов. Я использую более удобный для себя. Вы можете использовать тот способ, который удобен вам. Для этого нам понадобится дополнительная нить. Делаем воздушную петлю, спица, вяжем цепочку из воздушных петель, но огибая спицу. Набрать нам нужно таким образом 28 петелек. Набрала 28 петель. Вяжем первый ряд основной нитью. Провязываем все лицевыми. Раз, два, три, 4, 5, 6, 27 и 28 лицевой. Это был первый ряд. Разворачиваемся. Сейчас нам нужно провязать 8 рядов лицевой гладью. Первый ряд лицевыми петлями, второй ряд изнаночными. Кромочную снимаем и вяжем второй изнаночный ряд. Провяжите самостоятельно 8 рядов и возвращайтесь. Кромочные провязываем лицевыми. Я провязываю лицевыми, тут разницы нет. Вы можете провязывать и изнаночными. Всего должно быть провязано 8 рядов. Лицевой ряд вяжем лицевыми петлями, изнаночный ряд изнаночными петлями. 8 рядов лицевой глади провязано. Теперь для того, чтобы у нас был ровный и аккуратный перегиб, мы манжет складываем пополам. Будем вязать 9 ряд не лицевой петлей, как по рисунку, а изнаночными петлями. Вяжем 9 ряд изнаночными петлями. Кромочную снимаем. Я кромочную провязываю лицевой. Разворачиваемся и 10 ряд тоже вяжем изнаночными петлями. Кромочную снимаем, вяжем 10 ряд. Кромочная, лицевой. Линия сгиба вывязана. Дальше продолжаем вязать лицевой гладью. 11, 12, 13, 14, 15, 16 вяжем лицевой гладью, то есть всего 6 рядов провязываем и возвращаемся.
Довязала манжет, складываю пополам. И сейчас будем связывать по 2 петли вместе на одной и на другой стороне. Вот они, эти петельки. Но перед тем, как связывать манжет, я закреплю хвостик ниточки так, чтобы он у нас спрятался внутри. Ниточку отрежу. Складываем. Так. Лицевую снимаю, не провязывая. Распускаем цепочку с дополнительной нити. Первую немножко поможем. Вытянем. Кромочную сняла. Следующую петлю одеваю на спицу и провязываю 2 вместе лицевой. Снова следующую одеваю на спицу, провязываю 2 вместе лицевой. Таким образом провязываем все петельки. Петлю поднимаем, одеваем на спицу, распускаем. Две вместе лицевой. Довязываю ряд до конца. Дополнительную нить убираем. Все, манжет связан. Разворачиваемся. Сейчас будем вязать платочной вязкой. Нам нужно связать 12 рядов или 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 дорожек. Кромочную снимаем и вяжем все петли лицевыми. И с изнаночной, и с лицевой стороны. Все петли лицевыми. Кромочную, начиная с этого ряда, провязываем изнаночной. Кромочная, изнаночной. Разворачиваемся. Изнаночный ряд вяжем таким же образом. Кромочную снимаем и вяжем все петли лицевыми. Давайте я свяжу за кадром свои 12 рядов или 7 дорожек
И вернусь, когда начнем вывязывать пяточку. Связала 12 рядов платочной вязкой или 7 дорожек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это высота пятки. Сейчас будем переходить на закругление пяточки. Для этого я разделила наше полотно 28 петель на 3 части, по краям по 10 петель и в серединке 8. Продолжаем вязать платочной вязкой. Провязываем боковые 10 петель, кромочную считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вяжем центральные 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а 8 и 9 провязываем вместе. Просто лицевой. Разворачиваемся. Вязать будем укороченными рядами. Как кромочную снимаем. И изнаночный ряд тоже вяжем лицевыми. Кромочная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 и 9 провязываем вместе. Обычной лицевой петлей. Разворачиваемся. Снова кромочная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 вместе лицевой. Разворачиваемся. Так будем вязать, пока у нас не закончатся все петли. Укороченные ряды я тоже свяжу за кадром и вернусь, когда у меня на спицах останется по одной петле по бокам. Довязала, вот у меня на спицах осталось по одной петле. Провязываем 2 вместе изнаночной, это у нас как кромочная теперь. Разворачиваемся, кромочную снимаем. Провязываем 8 петель, то есть 7 петель, 8 и 9 лицевой. Теперь нам нужно набрать из косичек, вот у нас косички от кромочных оставались, набрать нужно 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Заводим крючок на себя, захватываем нить, вытягиваем 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 петля. Разворачиваемся, кромочную снимаем, вяжем 7 петель, 6 петель вместе с кромочной, 7. Далее 8 центральных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь нужно набрать 7 петель из кромочных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Набираем, уже крючок вводим от себя. Ой, спицу вводим от себя.
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 петля. Проверьте, чтобы косички были с внутренней стороны, с одной и с другой. Разворачиваемся и провязываем все петли лицевыми. Кромочную снимаем. Кромочная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и кромочную изнаночной петлей 22. Пяточка готова. Теперь свяжем вот эту часть, длину мыска. Вяжем 6 рядов платочной вязкой. Кромочную снимаем, все петли лицевые и с лицевой, и с изнаночной стороны. Кромочную провязываем изнаночной петлей. Связать нужно 6 рядов. Далее будем делать убавки. Довязала свои 6 рядов. Сейчас немного сузим ширину на ступне. Провязываем 7 петель вместе с кромочной. Кромочную сняла 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Делаем убавку обычную, так как вязали только 2 петли вместе. 4 петли, 2, 3, 4 и снова убавка. 2 петли вместе лицевой. Остается провязать 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и кромочная 7. Изнаночный ряд провязываем 20 лицевых петель. 1, 2, 19, кромочная 20. Разворачиваемся. Снова делаем убавки. Кромочную снимаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Убавка, провязываем 2 вместе лицевой. Далее 2 петли. И снова убавка 2 вместе лицевой. И остается довязать 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, кромочная 7. Разворачиваемся и провязываем 18 лицевых петель. Разворачиваемся. Далее будем вывязывать вот эту часть пинетки укороченными рядами. На спице у нас 18 петель, разделим на 3 части. 5 по бокам и 8 центральных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Один, 2, 3, 4, 5 боковых,
Далее 8 центральных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А 8 и 9 будем провязывать вместе лицевой. Разворачиваемся. Кромочную снимаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7. 8 и 9 провязываем вместе лицевой. Разворачиваемся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 и 9 вместе лицевой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 и 9 вместе лицевой. Почти довязали закругление на мыске. Будем переходить на сам мысок, на лицевую гладь. Вот у нас по одной петле. Так как у нас по мыску пойдет косичка, то 2 вместе мы уже провяжем не за переднюю стенку, а за заднюю стенку. 2 вместе лицевой. И вытягиваем сразу из кромочной петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Из пятой нам нужно 5 кромочных провязать. Вводим спицу с лицевой стороны. Захватываем нить, вытягиваем петельку. Разворачиваемся. Кромочная. И провязываем здесь петли уже не лицевыми, а изнаночными. Не забываем, что у нас оставалась еще одна петля не провязанная. Провязываем ее изнаночной. Нить перед работой. Из пятой кромочной. 1, 2, 3, 4, 5. Вытягиваем петлю. Разворачиваемся. Теперь у нас на спицах 10 петель. Было 8, теперь 10. Кромочную снимаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-ю переснимаем. Вытягиваем петлю из кромочной. И провязываем 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Разворачиваемся. На изнаночной стороне кромочную снимаем. Провязываем изнаночными петлями. До кромочной. Нить перед работой переснимаем на спицу. Вытягиваем петлю и провязываем 2 вместе изнаночной. На лицевой стороне кромочную снимаем, провязываем
все петли лицевыми до кромочной, переснимаем, вытягиваем петлю и провязываем 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Еще раз покажу изнаночный ряд. Все петли изнаночные. Обратите внимание, все петли я провязываю классическим способом, а кромочную и вытянутую петлю я провязываю бабушкиным способом. Переснимаем, вытягиваем петлю, снова возвращаю на спицу 2 петли и провязываю уже бабушкиным способом. Не классическим, а бабушкиным. Разворачиваемся. Это я делаю для того, чтобы косичка у меня смотрела в эту сторону. Провяжите так еще 4 ряда, 2 лицевых и 2 изнаночных. И будем вязать язычок. Мысок довязала, вяжем язычок. Язычок свяжем лицевой ряд лицевыми петлями, изнаночный ряд изнаночными петлями. 2 ряда. А дальше провяжем еще 6 рядов платочной вязкой. То есть все петли и с лицевой, и с изнаночной стороны лицевыми петлями. И кромочные будем тоже провязывать лицевыми петлями, чтобы края у нас не загибались, не закручивались. Довязала 6 рядов, закрываем петли. Ниточку отрезаю, хвостик прячу. На этом все, пинетки готовы. Для шнурка я набрала 120 воздушных петель, но хотела, чтобы шнурок был потолще, поэтому вязала из двойной нити. Ровных вам петелек, всем добра!